Ароматная клубника, хоть и является десертом, низкокалорийна и безопасна для фигуры. Но, оказывается, много клубники есть не стоит, она может даже навредить. Сегодня расскажем, сколько клубники есть безопасно. И в чем вред и польза клубники. Польза клубники. Клубника, по сути, не ягода, а разросшееся мясистое цветоложе растения, на поверхности которого находятся плоды, маленькие семена или орешки. Поэтому клубнику еще называют многоорешек. Сочная мякоть клубники содержит в высокой концентрации разнообразные питательные вещества, необходимые для полноценного роста этих семян и их дальнейшей активной самостоятельной жизни. Клубника почти на 90% состоит из воды, несмотря на свою сладкую притягательность, низкокалорийна. В 100 клубники содержится всего 35-40 кал. Более того, клубника препятствует развитию диабета второго типа. А вот витаминов, минералов и биологически активных веществ в клубнике в избытке. Много в клубнике природных фруктовых кислот. Например, салициловая кислота, обладающая противовоспалительными свойствами, используется в качестве патагонного и жаропонижающего средства, а также при болезнях суставов. Клубника хороша для здоровья сердечно-сосудистой системы, она улучшает качество крови, снижает количество плохого холестерина, помогает от анемии. Клубника невероятно полезна для нашей кожи. Насыщенный красный цвет ягодам придает вещество пеларгонидин, биофлавоноид, который является антиоксидантом, тонизирует кожу и защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Также хороши для кожи присутствующие в клубнике витамин С, альфа-гидроксикислота и редкая элаговая кислота, которые помогают осветлить кожный покров, избавиться от пигментных пятен, удалить омертвевшие клетки и уменьшить морщины. В день, в среднем, можно употреблять 200 грамм клубники. При отсутствии заболеваний и отменном здоровье, конечно, можно съесть и больше, но не более полкило. А вот если у вас есть аллергия, хронические заболевания или диабет, то употребление клубники стоит ограничить. Вред клубники. Поверхность клубники, являющаяся, как мы выяснили, цветоложем, неоднородная и пористая. Из-за своей структуры она имеет особенность накапливать в себе большое количество пыльцы и прочих веществ, оседающих на ее оболочке. Поэтому клубника может вызывать аллергию и накапливать токсины и тяжелый металл, если растет у проезжей части или в неблагоприятной с точки зрения экологии местности. Накапливает клубника и пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, благодаря которым она вырастает большая и красивая. Клубника является мочегонным средством, поэтому ее с осторожностью нужно употреблять людям с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Содержащиеся в ягодах фруктовые кислоты, щавелевая и салициловая, могут спровоцировать обострение цистита и пиелонефрита. Щавелевая кислота образует с кальцием нерастворимые соединения, оксалаты кальция, которые могут способствовать образованию камней в почках. То же самое касается и людей с проблемами с кислотностью желудка и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Из-за слишком кислотного состава клубника может раздражать слизистую оболочку желудка и способствовать обострению гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Помните, что главный враг клубники – плесень. Остерегайтесь плесени на упаковке или на самих ягодах. Сразу же после покупки или сбора все поврежденные ягоды нужно выбросить, а те, что не тронуты, хорошо промыть и съесть. Как правильно есть клубнику? Перед употреблением клубнику нужно обязательно промыть под проточной водой. Еще лучше хорошенько обдать ее кипятком. Это позволит снизить объем поступающих в организм вместе с ягодами клубники пыльцы не только самой клубники, но и других растений, различных токсинов и микроорганизмов, яйца гельминтов и прочих паразитов. Под воздействием кипятка они разрушаются и не представляют опасности для здоровья, при этом все полезные вещества останутся внутри ягоды, да и вкус ее от обработки кипятком не изменится. А вот варить клубнику нельзя. К
К сожалению, в процессе термической обработки многие полезные вещества, содержащиеся в клубнике, разрушаются. Тем более, если часами варить клубничное варенье или джем, витаминов, тем более ценного витамина С, там не останется. Но если после отбора свежих и спелых ягод у вас остался неликвид, его можно пустить на приготовление соусов, начинки для пирогов или заморозить до зимы. Свежую клубнику, как и любой десерт, лучше употреблять после еды, а не натощак. Связано это с теми же кислотами, которые могут негативно влиять на слизистую желудочно-кишечного тракта. Лучше есть клубнику без дополнительного сахара, по желанию можно добавить сметаны или сливок. Молочный жир скорректирует высокую кислотность клубники, а содержащийся в натуральных молочных продуктах кальций свяжет щавелевую кислоту и обезопасит костную ткань от ее негативного воздействия.